Сколько монголо-татарских генов есть у русских? Множество работ по истории России пестрят описаниями тягот монголо-татарского ига, тяжкие подати, набеги, беспримерная жестокость. Не могло и обойтись без массовых изнасилований или полудобровольных связей, отчего русский генофонд должен был приобрести гены завоевателей. Но так ли это? На одной чаше весов лежит частное мнение, что монголы не могли не оставить значительный генетический след, что изначально русские были конгломератом различных племен, объединенных только языком, отчего вклад монголов и не фатален. На другой чаше – мнение антропологов, которые говорят о высокой однородности антропологических типов русских и незначительной монголоидности у них, на уровне среднеевропейских значений. Что говорит генетика? Недавно успехи науки в исследовании митохондриальной ДНК позволили довольно четко определять национальную принадлежность рассматриваемого объекта, по крайней мере по его отцовской линии. Российский генетик Олег Балановский прямо говорил о том, что по результатам исследования значительного вклада монголо-татар в генофонд русских не обнаружено. Олег Павлович, откуда все-таки пошел русский народ? Не древние славяне, а именно русские. Касательно русских точно можно утверждать лишь то, что монгольское завоевание XIII века, вопреки распространенному мнению, не оказало влияния на генофонд. В русских популяциях практически не обнаруживаются центральноазиатские варианты генов. То есть известное выражение историка Карамзина «поскреби русского», найдешь татарина наукой не подтверждается, нет. И вот тут начинаются инсинуации. И даже не в том, что Карамзин такого не говорил. Анализ ДНК выявляет в структуре ДНК участки, неизмененные в течение столетий и служащие маркерами определенных групп населения, привязываемых к народам. Эти группы называются гаплотипами, иногда ошибочно гаплогруппами, и сейчас их разновидностей существует множество. Например, для населения, проживающего на землях ранее входивших в ареал кельтов, характерен гаплотип R1b, его можно найти и у британцев, и у немцев, и даже у славян-чехов. Для скандинавов характерна группа I2, которую можно встретить и у современных представителей, и в захоронениях, например, визиготов и свевов. А для славян доминирующей группой является R1a, которая имеет самое широкое распространение и является маркером индоевропейцев. У всех носителей этой группы, от исландцев до брахманов Индии, предок по мужской линии был носителем индоевропейского языка и генотипа, жил в бронзовом веке, где-то в степных просторах Евразии. Больше всего данная гаплогруппа распространена среди отдельных высших каст севера Индостана, киргизов, таджиков и некоторых групп в Средней Азии, сорбов-лужичан, восточных европейцев, алтайцев, хатонов, западных и восточных славян, у некоторых иранских народов, пуштуны, белуджи, более древние скифы, сарматы, в известном смысле у финнов и балтов, евреев Ашкенази. Такой широкий этнический разброс объясняется тем, что индоевропейские миграции имели гигантский охват, с замещением местного мужского населения и метисацией с аборигенками, в ареале от Восточной Европы до Западной Монголии. И гаплотип тут не равно народ и этнос. Были ли монголы? Исследование массово искало азиатские гаплотипы, характерные для современных монголов QEC. И массово же не нашла их сколь-нибудь широкое распространение среди русских. Минимальные доли процента – явный результат случайных контактов. После этого был сделан поспешный вывод о том, что монголы не оставили следа в истории русского генофонда. Но это не так. Для корректного вывода надо понимать, как воевали монголы и как они комплектовали свою армию. Собственно, сами монголы занимали большую часть своего войска лишь в короткий период завоеваний Чингисханом своих соплеменников, тангутов и Китая. А вот далее монгольская орда комплектовалась как снежный ком. Каждый завоеванный народ предоставлял своих воинов хану, как и вассальные племена. Китайские инженеры делали машины для осады Хорезма. Корейские отряды утонули вместе с монголами во время тайфуна у берегов Японии. Бродники и их воевода Плоскиня сражались во время разорения Рязани на стороне монголов. А уже русские дружины упоминают в монгольских станах венгерские хронисты. Таким образом, по мере удаления от Монголии, доля монголов в войске резко снижалась. Они составляли костяк окружения хана,
а также богатуров элитную тяжелую конницу, ну а роль пушечного мяса выполняли покоренные народы и пленные. Это было и логично, ведь трудно представить, что, например, для западного похода монголы собирали бы войско где-то у Байкала, а потом в течение года огромная масса людей шла бы на запад, разоряя округу, выпивая реки и извещая всех, что идет огромная армия. К моменту их прихода неприятель бы уже отлично подготовился или скрылся. А вот если сравнительно небольшое войско монголов перемещается на окраину своих владений, где из покоренных народов уже набирает кулак своего войска, это быстрее, эффективнее и более скрытно для противника. Так, например, подготовился второй и третий западный поход монголов, впрочем, не слишком успешные. Преимущества такого подхода очевидны. Соседние завоеванные народы к атакуемым лучше знают языки и местность. Армия может легко пополниться в процессе похода из глубокого тыла. Снижается вероятность восстания в тылу, так как в поход уведены милитаризированные группы, которых вполне можно использовать и как заложников. Потери самих монголов резко падают, ведь удар принимают на себя покоренные. Так кто же тогда явился на Русь с монголами? Безусловно, Бату, Субэдэ или Джучи были монголами, хотя и их генетика не так проста. Скифо-сарматский мир доходил до западного Гоби, часть монгольских терминов коневодства имеет иранское происхождение, и в состав монголов влились и иранские племена того же индоевропейского корня, с гаплотипом R1A. Китайские хроники изобилуют описаниями северных варваров с европейскими чертами, длинноносые, рыжебородые, зеленоглазые динлины. Юйджи, хунну нападают на Китай именно со стороны нынешней Монголии. Все эти народы вошли в состав тюркских каганатов, а потом и монгольских племен. Богатуры и советники были также монголами, поэтому верхушка была почти моноэтничной. А вот все остальные набирались из рекрутского набора по покоренным. Половцы, булгары, остатки хазар. Все они так называемое постсарматское население, среднеазиатские народы, армянские наемники, бродники и черные клобуки с юга Руси. Все эти народы объединяет одно – они имеют все тот же гаплотип R1A, что и русские, так как все они потомки индоевропейцев бронзового века, занявших разные территории, смешавшихся с разными племенами, но хранящие в генетике отцовский гаплотип, который нельзя отличить от славянского. Вернее, все же можно, есть понятие субсклада, еще более мелкого участка в иерархии, который маркирует группу внутри группы. Они позволяют обнаружить скифов или абадритов внутри типа R1A, но вот вычленить половцев внутри, например, южнорусских типов пока нельзя с высокой достоверностью. И творящие насилие в захваченных городах Руси половцы, булгары, будущие узбеки и таджики, и даже некоторые монголы, оставляли о себе память в виде детей, которые, если и выживали, то не давали генетического намека своим потомкам на монгольское происхождение. Конечно, татарская знать, имевшая монгольские гены, также не брезговала местными женщинами. Еще Тамерлан отмечал красоту славянок, но это уже история о гаремах и наложницах, которые уводились с собой, и из русского генофонда они выпадали. Поэтому львиная доля массовых контактов приходилась на простых воинов и десятников, имевших самое заурядное происхождение и типичный гаплотип для этих мест. Более того, немалая часть аристократии Российской империи вела свою родословную от татарских царевичей, переходивших служить Москве из-за бесконечных внутренних расприй и щедрости русских царей. Однако и их гаплогруппы далеки от искомых маркеров нынешних монголов. Поэтому вопрос о монгольском следе в генофонде русских еще очень рано закрывать. Генетика пока расшифровать его не в силах, и сейчас вклад монголов в русский генофонд излишне уменьшают в политических целях. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.